Очень хочется за границу. И так туда не надо. Думают, что вся Россия приняла решение о войне. Это русофобия. Так получилось. Ответные действия на то, что совершает Россия. Обычные санкции не очень-то на нас работают. Закроют, мы будем в Крым ездить, в Анапу. Мы ведем спецоперацию. Телевизор слишком долго работал. Прослойка товарища Сороса находится очень серьезно во власти. От меня ничего не зависит. Россияне только больше обозлятся на Евросоюз. Россияне ни при чем, не оправданные, конечно. Мне больно смотреть на то, как сейчас обращаются с Россией. А в тюрьму я не хочу. Как вы относитесь к возможному запрету шенгенских виз туристических для россиян? Отрицательно, конечно. Почему? Ну как, запрет передвижения, запрет на перемещение – это одно из базовых прав людей, поэтому мне кажется, что это неправильно. Как сами хотели бы посещать и дальше страны Евросоюза? Ну, однозначно, я занимаюсь языками, и поэтому для меня это коренным образом важно. И путешествия, и работа тоже в будущем. Поэтому да. Как думаете, почему страны Европы вдруг пошли на такой шаг? Полагаю, что это в какой-то степени ответные действия на то, что совершает Россия сейчас. И не скажу, что я согласен с ними, поскольку все-таки действия правительства и действия людей – это чуть разные действия. Вот, но мне кажется, именно этим руководствуются. Вообще меня не интересует тема. Никак. Конечно, отрицательно. Это же политические какие-то дискриминации по расовому и по национальному признаку. Конечно, плохо отношусь. Вот. Хотели бы посещать и дальше страны Евросоюза? Были ли там? Конечно, хотел бы. Да, почему нет? Мы должны пользоваться всем, всеми правами нормально. Как думаете, почему они вдруг решили вот это сделать? Потому что у них вот эта прослойка товарища Сороса находится очень серьезно во власти, поэтому они вот так вот себя ведут. То есть сейчас просто нашли повод нам запретить что-то. До этого был допинг, там еще что-то такое, сейчас запретили визы, вот и все. То есть, мы с этим справимся. Меня это мало интересует. Если честно, я никогда особо не задумывалась об этом, и, наверное, конкретно на меня это никак не влияет, так что я не знаю. Хотели бы посещать страны Европы? Да, наверное, хотелось бы, так что вот. Теперь не сможете, если все-таки введут. Не знаю, наверное. Но, опять же, я пока особо не думала об этом, так что... Как вы думаете, почему страны Европы пошли на такой шаг? Наверное, из-за политической ситуации в стране. Как думаете, оправданно, нет? Наверное, это у каждого свое мнение на этот счет, и, наверное, я не очень готова разглашать на какую-то аудиторию свое мнение, так что вот. Мне все равно. Никак, визы нет. А вы хотели бы посещать страны Евросоюза или нет? Когда-нибудь, наверное. Да. А если виз нет, как поедете? Ну, видимо, не скоро. Как думаете, а почему вот так вдруг Европа решила... Политика? Это политика и все. Но есть там причина такая, о которой нельзя говорить, да, брат? Не стоит? Да, там 3 буквы. 3 буквы. Не 5. Ну, не знаю. Так получилось. От меня ничего не зависит. А в тюрьму я не хочу. Отрицательно. Почему? Потому что хочется ездить за границу. С чего так вдруг страны решили взять и Я ограничить? не знаю, это надо у стран спросить. То есть они как, вот просто так вот сами по себе решили? Она обижена на Россию. Заслуженно? На мой взгляд, да. Отлично. Почему? Плохо. Почему плохо? А что хорошего? Ничего хорошего. Отрицательно. Почему? Очень хочется за границу. Как думаете, заслуженно ли это и почему так Европа вдруг решила? Ну, они считают нас фашистами, поэтому запрещают. Хотят нас лишить всех радостей жизни. Приходится радовать себя покупками. Ладно, спасибо. Отрицательно. Ну, я считаю, что это чрезмерно, так сказать. Ни к чему это хорошего не приведет. Россияне только больше обозлятся на Евросоюз, и они не добьются своих целей. Как вы относитесь к тому, что, возможно, запретят Шенген, визы туристические для россиян? Сложный вопрос, не очень. Да. Мир во всем мире, мы за мир. А почему плохо? Путешествовать нельзя. Потому что хотелось поступать за границу. Отменилась поездка в Германию.
многие планы из-за этого нарушились. Как вы думаете, почему вот страны Европы вдруг решились на такой шаг? Ну, наверное, это, санкции против России, потому что люди думают, что вся Россия приняла решение о войне. Но это же не так на самом деле. Я тоже не могу сказать. Понятия Да, не имею, мы что туда... такое. Не сможете посетить страны Евросоюза? Нам и так туда не надо. Да, у нас денег не хватит в России, чтобы поехать куда-нибудь в Европу. А как думаете, оправданный этот шаг, это действие со стороны Европы, вот эти санкции в отношении россиян, оправданные по отношению к россиянам? Ну, россияне ни при чем, не оправданные, конечно. Я думаю, что народ не должен страдать от политики. И все. Солидарен. Как вы относитесь к возможному запрету шенгенских туристических виз для россиян? Негативно, конечно же. Это должно быть абсолютное право человека посещать любое место на Земле. Как вы думаете, почему страны Европейского Союза пошли вот на такой шаг, на такие санкции в отношении россиян? Ну, я думаю, потому что их обычные санкции не очень-то на нас работают, и мы только, как бы это смешно не звучало, мы только выигрываем на самом-то деле. Ну, не везде, конечно, но во многих случаях. Вот. И они идут на такой шаг, лишь бы хоть как-то попытаться нас в чем-то ограничить. А зачем они это делают? Вот. Почему у них такое вдруг стало отношение к россиянам? Ой, это сложновато ответить на этот вопрос. Наверное, все-таки какое-то влияние США все еще пытается оказывать на них. Довольно странно, на самом деле. Кажется, что США теряет свою позицию на политической арене. Вот. Кажется, пытаются как-то все еще выслужиться. Думаю, что каждый россиянин должен иметь право на то, чтобы свободно путешествовать. А вы сами хотите посещать страны Евросоюза, Европы, Америки? Да, я бы хотел. Больше, наверное, все-таки Европу, а не Америку. Как думаете, почему все европейские страны вот сейчас обсуждают вот в новом пакете санкций тему запрета виз для россиян? Почему они идут на такой шаг по отношению к российским гражданам? Потому что мы ведем спецоперацию, и это, естественно, никому не нравится. Поэтому, я думаю, это был логичный шаг с их стороны. Оправдан он или нет, как считаете? Я думаю, с их стороны он был, логичный и оправдан, да, мне так кажется. Чурка меня не пустит. Отрицательно. Почему? Потому что должны ездить россияне, народ должен ездить, путешествовать и тому подобное. Поэтому отношусь отрицательно. А сами бы вы хотели? Это как холодная война, опять закрытые все границы и тому подобное. А сами бы хотели посещать страны? Конечно. Собираемся ехать в Египет тот же и тому подобное. В отпуске. Почему вообще страны Европы обсуждают в новом пакете санкций этот вопрос? Потому что им уже делать нечего, и поэтому они страдают. Они сами себе, петлю на шее затягивают. Это ихние деньги, мы отдыхаем, там тратимся. Поэтому, я не знаю, что делать, это истерика этих стран, политиков ихних конкретно. А у нас все нормально. Если они нас закроют, мы будем в Крым ездить, в Анапу, нам какая разница. То они будут терять все. Как и все, печально. Это все. Но я думаю, что этого не будет. Вот сейчас рассматривают в новом пакете санкций, Эстония уже... Мы же на это не можем повлиять. Не можем. Как вы думаете, оправданы ли эти действия? И вот вообще, почему Европа вдруг решила так вот к российским гражданам? Это же уже все знают. Это русофобия. Все. Нас не любят, потому что нас боятся. Наверное, так, если коротко. Такая сложилась ситуация в мире, что на данный момент русских не любят. И все. А заслуженно не любят или незаслуженно? Я думаю, что незаслуженно, конечно же. Мы хорошие. Мы же все-таки страна, которую стоит любить вообще-то. Мы достойны. Я плохо. Почему? Я думаю, что в этом нет никакого смысла. Если это попытка как-то, я не знаю, зачем это делается? Какая цель у этого? Это новый пакет санкций, который влияет на каждого россиянина, так скажем, от Европы. Я думаю, что те, кто захотят выехать, они в любом случае найдут способ это сделать. Это просто восстановит против Европы всякие
других людей. У меня, например, бабушка вот читает новости. Я вчера был на даче, она очень была возмущена этим, хотя она никуда не ездила уже лет 50 и вряд ли поедет. Вот. Как вы думаете, почему страны Европы вообще вот это обсуждают это в новом пакете санкций, и почему они вообще готовы к такому шагу по отношению ко всем вот гражданам России? Ну, я не знаю, мне кажется, что просто пытаются нащупать какие-нибудь рычаги, чтобы можно было как-то заставить людей шевелиться здесь, чтобы, может быть, им что-то было. Мне кажется, очень глупые меры, они не помогут ни Европе, и здесь ничего ни против кого не настроят, потому что здесь такая ситуация, что можно, в принципе, я не знаю, любые законы принимать, и ничего не изменится. Как дальше планируете свое будущее, вот жить в России, если здесь уже, ничего не к меняется? сожалению, у меня здесь уже нет никакого будущего. Я сегодня утром с подругой об этом разговаривал. Моя жизнь, наверное, на отрезке вот этого, на этом временном отрезке закончена. Нормальная, то есть, которая была до всех этих событий. Но, кроме того, это же ведь не единовременно случилось. Наверное, где-то с 2012 года постепенно все к этому шло, поэтому можно сказать, что моя юность и мои лучшие годы постепенно угасли, померкли, и сейчас я буду доживать свое время как получится. Я тоже долго думал, что делать. Я для себя сформулировал основное. Это я должен все равно продолжать работать, потому что я должен как-то жить, я не могу завтра закончить. Ну, могу, конечно, но не буду заканчивать свою жизнь. Я хочу во всем... Я просто по образованию, у меня историческое образование, поэтому, несмотря на то, что все весьма невесело и даже очень, честно говоря, плохо, любопытно, как бы цинично не звучало, понаблюдать за этим, будучи, находясь здесь. Вот, поэтому я планирую все равно пока жить, как-то поддерживать свое здоровье, работать, не знаю, заниматься трудом, на даче бабушке помогать. Ну и все, наверное. Я ничего не могу изменить, к сожалению. Я прекрасно понимаю, что это все очень плохо и далеко зашло, но наивно верить, что один человек может это сделать. А как вы думаете, когда 100% россиян проснутся вообще? Никогда. А если холодильник опустеет? Ну, мы это уже проходили. Телевизор выключится? Телевизор слишком долго работал. Он очень долго работал, и все, что случилось, то отношение людей, которые мы можем видеть в интернете, вы, наверное, тоже видели все эти комментарии, все. Это же не вчера получилось. Нам придется пройти весь этот путь. Отрицательно, конечно. Почему? Ну, потому что хочется выезжать в Европу. А как вы думаете, почему страны Европы вот в новом пакете санкций пошли вот на такие жесткие меры по отношению к российским гражданам? Ну, видимо, российские граждане ведут себя некорректно. Как вы думаете, будут ли российские граждане хоть когда-то вести себя корректно, и проснемся мы или нет? Я сама об этом думаю. Ну, хочется верить. Всегда хочется в лучшее верить. Живем. Ну да. Надеюсь, что все-таки что-то изменится. Хочется, да. Главное, что ехать поздно, что-то менять. Вот, поэтому, как-то, как есть, все это удручает, конечно. Будем надеяться на лучшее все равно. Скип. Скип, да. Можно пропустим. Очень отрицательно. Почему? Потому что люди хотят поехать к родственникам, отдохнуть. Это нарушение прав человека. Как вы думаете, почему страны Европы идут на такой шаг и обсуждают сейчас это в новом пакете санкций? Из-за Украины. Это все из-за Украины. Как думаете, оправдано, нет? Конечно, нет. Это нарушение всех международных прав. Плохо. Как вы относитесь к возможному запрету шенгенских туристических виз для россиян? Отрицательно. Почему? Ну, почему нам нельзя выехать в другие страны? Почему? Мы что, какие-то, извините меня, звери, что ли? Чтобы нас запирать в клетке? Я думаю, что отрицательно. Как вы думаете, почему страны Европы вот сейчас обсуждают это в новом пакете санкций? Почему они пошли на такой шаг по отношению к российским гражданам? Завидуют нам. Просто завидуют, это все. Почему завидуют? Потому что у нас все есть. У нас есть газ, у нас есть нефть, у нас все есть. То есть природные ресурсы, природные богатства. У нас все есть. Поэтому нам завидуют, это все. Наверное, не очень. Как вы сами хотели бы посещать страны Европы, например? Ну, в будущем, да, планировала путешествовать. Как думаете, почему страны Европы вдруг обсуждают это сегодня? Ну, потому что русофобия. Вокруг везде сейчас русофобия. Почему-то российский народ привлекают к всеобщим проблемам, как будто мы во всем виноваты. Я, очень плохо к этому отношусь. Мне больно смотреть на то, как сейчас обращаются с Россией, как вообще
люди стали по-другому на нее смотреть. Еще больнее мне видеть в глазах сверстников и других моих соотечественников, которые как бы плохо тоже сами начинают относиться к своей родине. Наша страна, ее нужно двигать вперед и заботиться о ней, а не спешно ее покидать. И Как вы считаете, Россия вообще ни в чем не виновата, что вот вообще весь мир вот так против нее ополчился? в любом конфликте виноваты обе стороны. То есть нельзя делить свет на белое и черное. Нельзя говорить, что Россия определенно плохая, а там Европа определенно хорошая. Мне кажется, что Россия, в общем-то, ничего плохого не делает.